Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню. Спасибо, что вы заглянули ко мне сегодня в гости. Дорогие друзья, мы, как всегда, сегодня приготовим что-нибудь вкусное и полезное, быстро и дешево. Я вам предлагаю сегодня вместе со мной сделать грузинское блюдо, которое называется ачма. Мне очень нравится это название. И по сути, это как бы слоеный пирог, как некоторые его сравнивают с итальянской лазаньей. То есть этот слоеный пирог, он делается из множества тонких слоев теста вместе с сыром. Никто, кстати, как-то никогда не задумывался о том, что Грузия также страна сыров. Почему-то все говорят о Франции, там, о Дании, о других странах. А на самом деле в Грузии производится 14 видов разных сыров, не только сулугуни, а также и другие. Так вот, ачму можно делать, тоже их миллион рецептов, можно делать как сулугуни, можно мешать с каким-либо другим сыром. Тесто делается, просто очень-очень долго, она очень тонко раскатывается. Мы, как всегда, сделаем экспресс-вариант, и сегодня я вам предлагаю сделать ачму из теста фило. То есть это будет ленивая ачма, но очень и очень вкусная. Я в этот рецепт добавлю также просто-напросто тертый сыр моцареллу, добавлю творог и добавлю укроп. Почему укроп? Потому что мы его очень любим. Вот это сочетание соленого творожка с укропом мне очень почему-то нравится. Попробуйте этот рецепт сделать тоже. Он будет делаться очень и очень быстро. Ну что, начинаем готовить. Нам сегодня с вами понадобится форма для запекания огнеупорная, чаша для вымешивания, одна силиконовая лопатка, ложечка и из продуктов немного растительного масла и соли по вкусу, 400 грамм творожка у меня кварк, 1 пучок укропа, 200 грамм тертого сыра моцарелла, 2 яйца, 350 миллилитров натурального йогурта без добавок и 400 грамм теста фила. Это 4 листика у меня получается. Вот и все. И, конечно же, мы все будем выпекать это в духовке. Приступаем к самому интересному процессу – готовки. Сначала мы должны с вами приготовить начинку. И это мы сделаем. Сначала мы выливаем наш натуральный йогурт. И теперь будем добавлять все ингредиенты. Яйца, сыр. Все в произвольной совершенно последовательности. Теперь возьмем творожок. Тоже лопаткой его вытащим вот так. И в завершении мы добавим с вами соль и укроп. Так. Добавляем соль. Соль по вкусу, опять же. Почему? Потому что сыр у нас уже такой солоноватый. И укроп пахнет. Как же хорошо пахнет укроп. Теперь берем ложечку и просто вымешиваем все. Можно это взбить и миксером, но я считаю, тут особо нечему и взбиваться, поэтому просто-напросто вот так вот рукой с помощью нашей ложечки обыкновенной все это вымешаем. Наша начинка готова. Она вот такой консистенции, видите, как густая сметана получилась. Теперь мы ее отставляем немножечко в сторону, берем форму для выпекания местами. И, конечно же, тесто фила приближается к нам, друзья. Беру растительное масло, спрыскиваю нашу форму. И теперь выкладываю первый а-ля корж нашего фило теста. Посмотрите, какое оно мягусенькое, тонюсенькое.
И за счет того, что оно такое тонкое, наша ачма будет очень такой нежной. Мы теперь должны вот так вот этот корж первый немножко помять, что ли, сделать вот таким более гофрированным. Можно порвать это тесто, также некоторые делают, тоже все прекрасно получается. Вкус от этого никак не испортится. И теперь первым слоем мы выкладываем нашу начинку. Так. Вперед. Вставляем. Выравниваем первый слой. Очень хорошо пахнет укропчик, чудесно. Теперь берем второй листик. И точно так же сминаем его немножко. Смотрите, как хорошо получается у нас. Вот. И выливаем второй слой нашей начинки. Так. Опять же, все это выравниваем. Чтобы все это было пропитано нашей прелестью. Так вот. Немножко утрамбовываем, чтобы все листики были покрыты. Берем третий листик. Получается, что может быть проще, да? Уж можно назвать это ленивая ачма. Ленивее уже не бывает. Все готово, тесто продается. Начинку исключительно сделаем своими ручками, и все. И теперь выливаем последний слой нашей начинки. Все отличненько у нас получается. Все хорошенечко распределяем. И смотрите, что у нас с вами получается. Вот. И верхним слоем должна быть обязательно не начинка, а наше тесто. И точно по той же схеме мы делаем. Мы сминаем его, этот листик. Вот в такой неправильной последовательности, чтобы вот она будет такой помятый немножко, взъерошенный. И в этом и будет прелесть нашей ачмы, что он будет, наш пирожок, такой неровненький. Теперь этот верхний слой мы должны с вами также сбрызнуть маслом, для того, чтобы корочка была красивая. Растительное масло можно заменить на сливочное, если вы только должны его, конечно же, растопить. И вот что у нас с вами получилось. Теперь мы эту прелесть отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на минут 30-40. Смотрите, опять же, по вашей духовке. Ну и результат я вам скоро покажу. Дорогие мои, вы посмотрите, что у нас с вами получилось. Тра-та-та! Посмотрите, какая красота! Какой он прямо чудесный, интересный. И вот эти вот перышки из фила теста мне нравится. Очень красиво получилось. А запах тоже чудесный. Но он такой тяжеленький, так что я его поставлю с вашего разрешения. Бум! Пусть он здесь постоит и остынет. И когда он остынет, я непременно разрежу его и сделаю также фотографию нашей ачмы в разрезе. Вы видели, как все просто, как все быстро. Мы просто-напросто смешали все ингредиенты и выложили фило теста слоями, как можно вот так его помять, да. И получается у нас вот такая вот красота. В духовке ачма у меня простояла 35 минут. Я думала 30, там 35. Смотрите по вашей духовке, я всегда вам это советую. То есть, когда начинает уже образовываться вот такая золотистая корочка, когда запах у вас в кухне такой приятный возникает, тогда можно и как бы выключать. 35 минут, как я сказала, ушло у меня на это приготовление, и это будет очень вкусно. И завтра я кусочек обязательно повезу к своим детям. Они у нас, вы знаете, вегетарианцы, поэтому этот рецепт подойдет для них великолепно.
Ну что, дорогие мои, готовьте, экспериментируйте. Впереди вас ждет множество вкусных, интересных, дешевых рецептов. И, конечно же, полезных рецептов. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что были со мной. Оставляйте свои комментарии, пожелания. И до новых встреч, до новых вкусных рецептов. Пока! С вами была любящая вас Виктория.